two. Hi. Yogananda was not the first Indian teacher to come to the Western world. Йогананда не был первым учителем, который приехал на Запад в мире. But he was the first Indian teacher who lived most of his life in the Western world. Но он был первым учителем, который прожил большую часть его жизни на Западе. He was preceded at the end of the 1800s by Swami Vivekananda. И прежде чем он туда приехал на Запад, с вами Вивекананда приехал в конце 19 столетия. Who is the best known disciple of Ramakrishna, of Ramakrishna. Он один из самых известных учеников Рамакришны. And they influenced Master's life, Yogananda's life. И они оказали влияние на жизнь Йогананды, на жизнь мастера. Because they lived in the same city, which is Calcutta. Они жили в одном городе, в Калькутте. At a moment that was known as the Renaissance in Calcutta. И этот момент известен как момент Ренессанса в Калькутте. It was a renaissance of culture, of science, and also of spirituality. Это был ренессанс культуры, науки и духовности. Those of you who have read the autobiography might remember how many saints there were living close to the home of Yogananda. И те, кто читали из вас автобиографию Йога, может быть, помнят, сколько много святых, те, кто были там, знают, жили вокруг дома Йогананды. And this includes his guru, Swami Sri Yukteswar, who lived about 35 miles away. И это также включает его гуру, с вами Юктешвара, который жил где-то порядка 35 миль от Калькутты. It included the levitating saint and many others. Это включает в себя и левитирующего святого, и много другого. Another Indian master who went to the Western world was Swami Ramatirtha. И еще один мастер, который приехал в западный мир, был Раматиртха. And he stayed in California for about a year and a half and gave many lectures. И он находился в Калифорнии где-то порядка 1,5 лет и дал очень много лекций там. And these lectures have been collected and they've been published in English. Они были все собраны, эти лекции, они были опубликованы на английском. They're very inspiring. They are very good examples of the Vedanta philosophy, and we're going to look very soon at Vedanta. И они очень такие вдохновляющие, и они такие очень познавательные с точки зрения веданты. И мы с вами сейчас собираемся посмотреть это. So Vivekananda was in the United States in 1893 or 1896, just at the time that Yogananda was born. Вивекананда был в Америке в то время, когда Йогананда только родился, 1893-96 год. And Vivekananda spent a short time and then returned to India. И он провел там небольшое, короткое время, и потом вернулся в Индию. Swami Ramatirtha in 1906. И, значит, с вами Раматиртха приехал в 1906, да. And then Yogananda came to the Western world in 1920. И Йогананда пришел в западный мир в 1920 году. And he brought with him not the Indian culture, but the essence of Sanatana Dharma. И он принес с собой не индийскую культуру, но науку, которая называется Санатана Дharma. And he told people, I have not come to Indianize you. Да, и он приехал и сказал людям, я не приехал вас сделать индусами. So he didn't bring the rituals, the artis, those kinds of kirtans. И он не пришел туда для того, чтобы привести ритуалы всякие, вот, которые сопутствуют индуизму, и такие многочисленные песнопения, киртаны. And he said, I did not come to convert you. Он сказал, я не приехал для того, чтобы вас конвертировать. Except to convert you to your own higher self. Исключая то, что
Я приехала, чтобы конвертировать к вашему высшему я. And so he called his work self-realization. Он назвал его работу самореализация. He didn't call anything by his own name. Он не назвал ничего вообще каким-то своим собственным именем. And he established centers of self-realization around the United States. И он организовал, представил или основал целую серию центров, которые называются центрами самореализации. And in these centers, he taught really the essence, the heart of Sanatana Dharma. И вот в этих центрах он обучал на самом деле сердцу или тому самому главному, что из себя представляет Санатана Дharma. Sanatana Dharma, as it is practiced today in various religions, Санатана Дharma практикуется сегодня в различных религиях, has passed through Kali Yuga. и она прошла через Кали-югу. So it became, as all religions in Kali Yuga, very institutionalized, very concrete. Все религии, которые прошли вот Кали-югу, они стали такими институционными и Concrete, ну, такие зацементированные, короче говоря, то есть вот такие, Консервативный. да. okay, and what was I going to say about that? Very concrete, yes. So, echo. Now, Hinduism, as we see it practiced today, is not really Sanatana Dharma. Индуизм, как мы видели с вами сегодня, это не Санатана Дharma. Just like Christianity is not the original teachings of Jesus. Подобным образом, как христианство не является оригинальным учением, которое давал Христос. Okay. It's formalized, dogmatized, institutionalized religion. Это формализованное, догматизированное, институализированная религия. But Yogananda brought the truth of Sanatana Dharma, Но Yogananda принес истину Санатана Дharma, which is that each individual has his own relationship with God, with Parambrahma. который является тем, что каждый из нас имеет свое отношение с высшим, и это называется Санатана Дharмой. Now, what we're going to look at now is the traditional scriptures that have come down from Sanatana Dharma. А сейчас мы с вами собираемся просмотреть традиционные писания, которые пришли из Санатана Дharмы. Now, in its purest form, we find Sanatana Dharma in the Vedas. В наиболее чистой форме мы находим Санатана Дharму в Ведах. And not all of the Vedas are perfectly pure. Но и не все Веды, они так совершенным образом чисты, Because they were developed over a period of time. потому что они развивались с течением времени. And some of them have come from the highest yuga, the Darshan mentioned, the Satya Yuga. И некоторые из них пришли из Сатья-юги, из высшей юги. Даршан говорил об этом Сатья-юга. And others of them have come from less developed ages. Да, и некоторые из них, Веды, они пришли из тех веков, которые были менее развитыми. Now these yuga cycles of 24,000 years, И вот этот цикл юг 24-тысячелетний, they keep going. They keep coming again and again. It's not like, the world stops after 24,000 years. ну да, и вот эти вот юги продолжают приходить, и Писание продолжает приходить, это не останавливается никогда, то есть это идет по циклу. So in terms of scriptural time, Ну и в соответствии с временем Писаний 1,000 yuga cycles is equal to one kalpa. 1000
циклов юг равны одной кальпе. 1000 юг. So А юг всего, ну, мы помним, 4, и вот они так вот по кругу идут. 1000 юг соответствует одной кальпе. То есть вот эти 24 тысячи лет, умноженные на 1000, равны одной кальпе. and 1,000 kalpas is equal to a day of Brahma. И 1000 кальп соответствует одному дню Браммы. So that's a long time. Это очень долгое время. Now, the wisdom of the Vedas, we say, comes from Satya Yuga. Мудрость вед, мы говорим, приходит из Сатья-юги. But that knowledge comes from Satya Yuga many yugas ago. Но это знание, которое пришло из Сатья-юги, пришло много юг тому назад. Now, in the highest yugas, the wisdom in the scriptures was transmitted from guru to disciple telepathically. Но из высших югов знание, которое отображается в Ведах, передавалось телепатическим образом от гуру к ученику. Then, as the ages became less evolved, they were transmitted verbally. Ну и потом, когда уже эпохи были менее развиты, они передавались через речь. And the disciples would learn the scriptures and recite them. И ученики изучали это писание и записывали их. And they would travel around and recite them. And that's how knowledge was passed down to people. А? Хотели и декламировали, рисовали. Декламировали. И да, и они после того, как они получали, они шли везде, где они могли идти, и декларировали это знание. And the scriptures are all combined with music. They're not said, they're sung. И писания, они все комбинированы с музыкой. Они все пропеваются в песне. And then the age became less involved, and the disciples didn't have the capacity to memorize the scriptures. Ну и потом, когда уже эпоха стала менее развитая, тогда ученики не могли запомнить это учение. And it was then that that knowledge became written down. Окей, то есть в тот момент, когда это передавалось из уста в уста учителям, ученику речью, и в развитые эпохи они не записывали, они декларировали, и они пропевали это учение, когда ходили в менее развитые эпохи, когда они не способны были запоминать, они начали писать. So the scriptures were written down long time after they were born. То есть вот эти писания были написаны значительно позже, после того, как они вообще, само знание пришло. And then, of course, it depends on the understanding of the person writing them down. Ну и, конечно же, это зависит от понимания того человека, который пишет их. By the time the Vedas were written down, they were written down as formulas, mantras, and rituals. В то время, когда эти писания писались, они записывались как формулы, мантры и ритуалы. But they were like codes, secret codes for deep spiritual truths. Они были как коды, такие секретные коды для глубокого духовного развития. The person who is supposed to have written the Vedas is called Veda Vyasa. Человек, который, предполагается, написал Веды,
называется Веда Вьяса. And Veda Vyasa was actually not a name, but a title. Веда Вьяса это на самом деле не имя, это титул. And it means, Титул. it means the person who compiled the Vedas, Compiled. put together. Окей. И это означает человек, который сложил все веды вместе. And actually, there were a series of Veda Vyasas. И была на самом деле серия Веда Вьясас. The first one, for sure, wrote the Rig Veda, И первый, с уверенностью можно сказать, написал Риг Веды. which is considered the oldest and most important of the Vedas. Считается, что это самые древнейшие и наиболее важные веды. And the other Vedas refer to Rig Veda. И остальные веды, они как бы относятся к Риг Ведам. So each one of these books has different portions in it. И каждая из этих книг имеет разные, части в них. And it's composed of mantras, И они как бы написаны в виде мантры. it's composed of rituals, И ритуалы, то есть они состоят из ритуалов. it's composed of esoteric aspect for the sadhus to practice. И там содержатся эзотерические аспекты для садху, для практики. And each Veda has a finishing part which is called the Vedanta. И каждая веда имеет такую окончательную часть, которая называется Веданта, Which means the end of the Vedas. что означает конец веды. Now, each of, by the way, I don't recommend that you try to study the Vedas. Ой, кстати, я не рекомендую вам начинать изучать веды. For, I think, obvious reasons. По таким очевидным причинам. Also, including the reason of translation. В том числе включая причину, это перевод. I mean, the Vedas are written in an ancient form of Sanskrit. Веды, которые были написаны в древней форме, они написаны на санскрите. So then they get, translated into English, into German, into Hindi, into Russian. А потом они переведены на английский, германский, немецкий, русский. And once you get a translator in the middle, you get the translator in the middle. Ну, окей, когда вы получаете переводчика посередине, вы получаете переводчика, простите, между. Each one of the Vedas has a Mahamantra. И каждая из этих вед имеет маха-мантру, Okay. That comprende, that Comprises. what? Comprises, contains. That contains, the mantra contains the essence of that Veda. и мантра содержит сущность этой веды. So the Mahamantra of Rig Veda is Махамантра Риг-веды – это Pranyanam Brahma, which means Brahman is consciousness. God is consciousness. Брахма из Consciousness. God is consciousness. То есть Бог – это сознание. Это самое главное. Мантра. So that's the starting point of Sanatana Dharma. Бог – это сознание. Это начальный пункт Санатан Дхармы. So God is not a personality, God is not a person, God is consciousness. Бог – это не человек, и это не индивидуальность какая-то. Бог – это сознание. Okay. Как она произносится на санскрите? Она сейчас напишет.
Pranyanam. Pranyanam. Праньянам Брахма. The Samaveda has the famous Tattvam Asi. Meaning Самаведа, Махамантра является Татвам Аси. Tattvam Asi, which means I am that consciousness. О, что означает «я» — это сознание. Then the Atharva Veda mantra is I am Atman Brahma. You'll get it here. Мгм. I am Atma. I am Atma Brahma. Ятар, значит, Веда содержит Махамантру I am Atma Brahma, Which means that the Atma, the soul, is an extension of God. It reflects God. что означает, что душа — это продолжение, это отражение Бога. And this is what Yogananda gave as the definition of the soul as individualized spirit. Это именно этому Йогананда дал определение как души индивидуализированного духа. That's actually the mantra of the Atharva. And the Yajur is Aham Brahman Asmi. Ахам Брахма. Это все будет написано, вы потом можете сфотографировать, не будем останавливаться на этом вообще. Да, поменяла местами. Okay, okay. Those of you who are in the school for meditation teachers, or you will be, this is not on the examination. Те, которые пришли в школу сертификационную, это не находится в экзаменационных вопросах. Волнуйтесь. But here, the reason I mentioned